никогда не бывал в нашем городе светлом, над вечерней рекой, не мечтал до зари. В Советском Союзе у него была многомиллионная армия поклонников. На концертах конферансье даже не успевали полностью представить имя певца. Как только произносилось имя певца Муслим, фамилия уже утопала в овациях публики. В начале 60-х этот человек был так популярен, что однажды люди доставили на плечах после концерта его автомобиль, в котором находился артист, до подъезда гостиницы. В Москву приезжай и пройди по Арбату, окунись на Тверском, шум зеленый колей. Хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата на ладонях больших голубых площадей. Доброго времени суток, дорогие друзья! Да-да, вы не ошиблись, это был Муслим Магомаев, кому народная любовь не утихает по сей день. Он был самым молодым народным артистом СССР в свои 31 год. В то же время он был и народным артистом Азербайджанской ССР. Сегодня мы также будем говорить еще об одном певце, чья народная любовь возрастает в геометрической прогрессии. Это молодой талантливый певец Димаш Кудайберген. В свои 25 лет он уже заслуженный артист Казахстана. Наша задача не сравнивать двух певцов, а показать параллели развития творческого таланта. Мы благодарим вас, дорогие друзья, за ваше внимание к нашему каналу «Мы в Сан-Франциско». Итак, начинаем. Стремительный рост популярности Муслима Магомаева произошел 26 марта 1963 года на последнем итоговом концерте Декады культуры и искусства Азербайджанской ССР в Москве. Первые концерты, по воспоминаниям Магомаева, оставили ощущение какого-то неуюта и скованности. Зал был слишком грандиозным, фигура певца терялась на сцене, а голос звучал слишком масштабно. На итоговом концерте, знаменательно для молодого Муслима Магомаева, «Дне», вначале он спел песню «Бухенвальский набат». Песня была символом борьбы народов за мир. Голос Муслима Магомаева звучал уверенно и мощно. Он возносился под своды зала и обрушивался оттуда водопадом дивного звука. Это был голос божественной красоты баритона. Люди мира, на минуту встаньте. Слушайте, слушайте, люди со всех сторон. Это раздается в Энлайте. Колокольный звон, колокольный звон. Это возродилось и окрепло. Буря праведная кровь. Это жертвы ожили из пепла и восстали вновь, и восстали вновь, и восстали, и восстали, и восстали. Слезы навернулись на тысячи глаз. Затих последний аккорд. Повисла мертвенная тишина. А потом раздался шквал аплодисментов. Следующую композицию он запел на итальянском. Это была «Кавантина Фигаро». Спел он ее идеально. «Кавантина Фигаро» — трудная в исполнительском смысле ария, которую приходилось исполнять стремительно, речитативом, выдерживая живую, искрящую мелодию. Магомаев пел так, словно это была не главная сцена столицы Советского Союза и даже не театральные подмостки, а настоящая
лишенная сценических условностей жизнь. Перед ним была огромная аудитория. Большая сцена внушала тревогу. Нужно было справиться, отрешиться от многочисленного зала и от объективов телекамер. Голос Муслима звучал предельно естественно, и слушатели замерли. Перед ними, на их глазах, худенький восточный мальчик превратился в пружинистого, энергичного, сильного мужчину, предприимчивого, лукавого, блистательного. Это был настоящий Фигаро. Avrò Figaro bravissimo, avrò Figaro bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità. Avrò Figaro bravissimo, avrò Figaro bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità. Sono facciatum della città, sono facciatum della città, della città, della città, della città. Через 4 дня после заключительного концерта «Декады» 30 марта 1963 года все полосы советских газет обошел репортаж ТАСС, в котором говорилось: самый большой, можно сказать, редкий успех достался Муслиму Магомаеву. Его великолепные вокальные данные, блистательная техника дают основания говорить, что в оперу пришел богато одаренный молодой артист. В стране словно прокатилась волна. Телевидение продемонстрировало запись заключительного концерта «Декады», и Кавантино Фигаро смогли увидеть и услышать миллионы советских людей. О нем писали все газеты и журналы. Ему предложили стать стажером Большого театра, но на это предложение он отказался. Ему предложили провести первый в его жизни сольный концерт в зале Московской филармонии. 10 ноября Муслим Магомаев пел арии Моцарта, Россини, Чайковского в Московской филармонии. Люди не отпускали его на антракт. После второго отделения зал, не желая расходиться, устроил ему нескончаемую овацию. Певец вышел за кулисы и через минуту вернулся. Началось третье, незапланированное отделение. Он начал петь итальянские песни, потом перешел на современные. Он пел еще 7 песен. Начал раскланиваться. Публика рванулась к сцене, засыпала цветами. Аплодисменты были отовсюду. Люди не хотели расходиться, и Муслим сдался. Он сел за рояль, заиграл итальянские песни «Коми прима», «Гуарда де луна», потом мелодию Адриано Челентано «24 тысячи поцелуев». Это был уже твист. Именно в этот день, 10 ноября 1963 года, стал днем триумфа молодого Муслима Магомаева. На следующий день он проснулся мегазвездой вселенского масштаба. Ему был 21 год. Переулком бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. Я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственной на свете королеве красоты. И это было новацией. Этот первый сольный концерт задал Магомаеву стандарт проведения подобных выступлений. В первом отделении обязательно классика, во втором эстрадные композиции и песни. Ну и, конечно, его баритон. Тембр его голоса проникал в душу. Это был природный дар. С бархатным баритоном, широким диапазоном Магомаев был буквально обречен на колоссальный феерический успех. Да, Муслим Магомаев стал сразу знаменитым в один день, но его путь к славе был отнюдь нелегким. Предстояло много трудиться. До своего триумфа в Москве он прошел все этапы становления и развития его как молодого музыканта, начиная с изучения нотной грамотности в уже 5-летнем возрасте. В это время он начинал учиться играть на скрипке, затем уже позже маленький Муслим в музыкальной школе начал осваивать фортепиано. На уроках пения учительница среди большого количества детей услышала в маленьком Муслиме голос, подаренный ему природой.
Его дядя, конечно же, поддержал этот талант, отдав маленького Муслима в музыкальную школу при Бакинской консерватории. Родителей Муслима рядом не было. Отец погиб на войне, а вдовев Айшет Магомаева, мама Муслима решила отдать все силы театральной карьере. И, по сути, отказалась от сына. Да, что было, то было. Муслим остался в семье дяди. А мама Айшет переехала сначала в Майкоп, а потом в Вышний Волочок, где устроилась актрисой в местном театре. Дядя Джамал любил племянника без памяти, словно дал перед Богом слово воспитать ребенка погибшего на войне брата, как своего собственного. Он и сыграл решающую роль в становлении Муслима Магомаева как великого певца, артиста и личности. В музыкальной школе Муслим учился у одаренных и неравнодушных педагогов, которые также, заметив в нем талант, стали в дальнейшем развивать его. С ним уже занимались специалисты по вокалу, из тех, что были в распоряжении музыкальной школы. На 1 год Айшет Ахмедовна, мама Муслима, забрала сына к себе в Вышний Волочок в Тверской области. Там Айшет играла в местном театре и потихоньку выстраивала свою судьбу. Муслима она определила в музыкальную школу, где мальчик продолжил образование. Это была, конечно же, не школа при Бакинской консерватории. Муслиму очень повезло, школа оказалась хорошей. Там он познакомился с новыми друзьями. Был любимчиком у преподавателя по вокалу Валентины Михайловны Шульгиной. Он познавал не только музыкальную грамотность, но и широкую душу русского человека. Будучи ребенком, не осознавал тонкости национальной самоидентификации. Русский был его вторым родным языком, поэтому в речи Магомаева не было акцента. Учительница по вокалу распознала в своем ученике Муслиме дар музыканта и вокалиста, который нуждался в очень тонкой, очень осторожной отделке. Пока же это был всего лишь малыш, который обещал стать большим артистом. Там же в Вышнем Волочке маленький Муслим смастерил сцену из поставленной на бок картонной коробки. Ему не было и 10 лет. Кукол-марионеток выполнил сам Муслим, у мальчишки были золотые руки. Пьесу «Петрушка» написали коллективно и вскоре показали спектакль друзьям по школе. По возвращению через год в Баку Муслим продолжит свое музыкальное образование. Но помимо этого он просмотрит множество великолепных фильмов. Самой любимой лентой, которую Муслим готов был смотреть без конца, был фильм «Молодой Карузо». Роль юного гения озвучил потрясающий Марио дель Монако. Муслим, конечно же, влюбился в этот голос и в музыкальное кино. Потом, во взрослой жизни, он отдаст достаточно много времени и сил, чтобы сняться в подобных картинах и сыграет в этих фильмах и самого себя, и образ поэта Низами. К 14 годам голос Муслима стал ломаться. Преподаватели музыки на некоторое время об его певческом таланте забыли. И перед родными он перестал петь. Но не перестал петь для себя и для одноклассников. Без конца, ставя на проигрыватель старые шипящие пластинки, где-то записями Карузо, Тита Руфа, Батистини, Джилли, мальчик пытался воспроизвести теноровые, баритоновые и басовые арии. Он пытался подражать, заучивал звучание наизусть, имитировал, анализировал, пытался выделить самое существенное в этих партиях. Перед ребятами он дурачился, легко подражая забавным вибрато из детских фильмов «Буратино» и «Гулливер». Но там использовалась специальная техника ускорения звука, а Муслим это делал лишь собственными связками. В этом же возрасте он начинает дружить с Пулатом Бюльбюль-Аглы. Они жили по соседству в одном доме. По утрам Бюльбюль, отец Пулата, брал верхние ноты, поднимая на ноги весь дом. Кто-то недовольно ворчал, а Муслим был в полном восторге. Уже тогда юному Муслиму было на кого равняться, ведь по соседству жил человек с уникальным голосом, голосом соловья. Время шло. Муслим и его друзья стали слушать джазовую и классическую музыку в организованном тайном обществе меломанов. Они доставали пластинки с записями солистов Большого театра, джазовой музыки. Дело дошло до того, что ребята организовали собственный джаз-банд, благо что все владели каким-либо музыкальным инструментом. И начинали импровизировать. От своих сотоварищей по тайному обществу Муслим отличался всеядностью. Он обожал песню, джазовую музыку и оперу. Однажды он собрал из друзей струнную группу, включив в нее 2 скрипки, альт и виолончель. Сам сел за рояль.
Друзья играли «Кавантина Фигаро» в обработке Магомаева. А потом был концерт на большой сцене консерватории, и Муслим вышел на сцену, чтобы спеть песню нефтяников Каспия, и запел во всю мощь своего юного голоса. И все просто обалдели. Так в 14 лет Муслим впервые вышел на настоящую сцену. Услышав его голос во время концерта на большой сцене Бакинской консерватории, школа выделила Муслиму лучшего учителя Сусанну Аркадьевну. Домой к Сусанне Аркадьевне частенько заглядывали друзья, профессиональные музыканты. Среди них был известный солист Бакинской оперной сцены Рауф Атакишиев, живший по соседству. Он стал одним из добровольных преподавателей вокала для Муслима. А учителем музыки – профессиональный виолончелист Владимир Цезаревич Аншелевич. Затем Муслим Магомаев переводится в музыкальное училище при консерватории. Его педагогом по вокалу стала Тамара Исидоровна Кретинген, профессиональный концертмейстер, взявшийся сделать из Муслима молодую, восходящую звезду бакинской сцены. Тамара Исидоровна сама подбирала своему ученику репертуар, стараясь отыскать подходящие голосу ученика неизвестные романсы и редкие арии из опер. Она прекрасно понимала, что Магомаеву нужно выделиться, запомниться, поразить ценителей оперного искусства. Здесь было очень много вокальной практики. Муслим пел много, на пределе возможностей, постоянно совершенствуя свою технику. Почему мы так подробно рассказываем о развитии Муслима Магомаева как певца, как артиста? Потому что мы хотим показать, что дорога к славе у Муслима Магомаева была далеко не легкой. Он много трудился, но делал это все с удовольствием. Муслим Магомаев был очень разносторонним человеком. Он знал множество иностранных языков, хорошо рисовал, сочинял музыку, писал книги. Муслим Магомаев имел роскошный репертуар. Звучащие шлягеры в исполнении Муслима Магомаева – это не только его голос, но и музыка для этого голоса. Такие авторы песен, как Евтушенко, Рождественский, Вознесенский, Дербенев, Добронравов создали для него немало музыкальных шедевров, которые до сих пор звучат по радио и телевидению. Арно Бабаджанян писал для Муслима Магомаева ряд песен, среди которых «Свадьба», «Чертово колесо», «Королева красоты», «Благодарю тебя» и другие. Можно сказать, что это были лучшие песни для Муслима Магомаева, ведь каждая его песня, едва прозвучав, тут же становилась шлягером. Популярность Муслима Магомаева росла не только с песнями Арно Бабаджаняна, Александры Пахмутовой, но и написанными самим Муслимом Магомаевым. Песни «Прощай, Баку», «Синяя вечность» и «Элегия» и другие. Но ты помнишь, как давно по весне мы на чертовом крутились колесе, 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 а теперь оно во сне. Но я лечу с тобой снова, я лечу, и одно слово я кричу, кричу, люблю и лечу, я к звездам кричу и вновь лечу. Муслим Магомаев был настоящим красавцем с внешностью голливудского актера. Ни у кого не было такой стройной фигуры. Никто с таким шиком не носил концертный костюм. Если бы ему поступило предложение сняться в роли Джеймса Бонда, никто, наверное, бы и не удивился. Муслим Магомаев стал первым советским певцом, который запустил на официальную сцену твист. 21-летний Муслим Магомаев стал пионером этого жанра под песни, написанные Арно Бабаджаняном. В советском песенном твисте было одно «но». Концертный этикет не позволял певцу двигаться на сцене. Негласный закон советской эстрады гласил, что танцы танцами, а песни песнями. И только особый формат новогоднего огонька позволял ослабевать вожжи протокола. В этой съемке все гораздо живее и свободнее.
Муслим Магомаев и его жизнь – это жизнь достойного человека, что укрепило его в качестве символа своего времени. В каком-то смысле великий голос обязывал. Он заставлял ему соответствовать. И заслуга Муслима в том, что он не противился этому требованию, а шел ему навстречу и достигал новых успехов, расширяя зону приложения своего природного капитала. Трудолюбие, изумительный голос вкупе с аристократическим поведением на сцене и в жизни дали тот символ, который надолго останется в памяти людей. Уши от моря горы жажду утолить, и лег на берег город, охватив залив. Город мой Баку, и весь из золота соткан, и на склоне дня закатным золотом окон одаришь меня. А ночью звезды бледнеют от твоих огней, и нет мне неба роднее, нет земли родней. Стремительный рост мировой известности Димаша Кудайбергена начался с международного конкурса «Славянский базар» в 2015 году, когда певцу также было 21 год, как и Муслиму Магомаеву. Тогда Муслим Магомаев после концерта в Московской филармонии стал мегапопулярным в Советском Союзе. Димаш Кудайберген набрал 177 баллов из возможных 180. В течение 3 дней конкурса он произвел сильное впечатление на жюри и аудиторию, где он стал явным фаворитом. Председателем жюри был Полат Бülbül. Мы уже говорили о нем, о том, что он был другом Муслима Магомаева в далеком детстве. На своем веку он слышал множество голосов разных певцов. И как не он, певец и композитор, чье имя знали в каждом уголке Советского Союза и знает по сей день, исполнитель «Ах, эта девушка», «Не ревнуй», «Позвони», мог дать честную и объективную оценку молодому, талантливому певцу Димашу Кудайбергену. Он сказал: «Димаш Кудайберген – уникальный мальчик. У него 3 голоса в одном – низкий и средний тембр, а также альтина, очень редкий голос. И Димаш очень профессионально им пользуется». Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai mûri pieds au tas, c'est jamais à des plombeaux d'un nom. Je voudrais voler mon âne à voir, c'est jamais à des plombeaux. Димаша Кудайбергена публика любит за его профессионализм. Публика понимает, что за таким красивым голосом стоит большая, кропотливая работа. Уже с раннего детства Димаш находился в музыкальном окружении. Мама Димаша является сопрано-певицей в Актюбинской областной филармонии. Папа, несмотря на то, что не имел музыкального образования, постоянно занимался музыкой. Родители Димаша создали семейный дуэт, который быстро стал популярным в Казахстане. Бабушка и дедушка имели большое влияние на становление Димаша как певца, его творческого таланта. Бабушка напевно рассказывала сказки маленькому внуку, пела колыбельные под дедушкин аккомпанемент на домбре и учила петь и играть самого Димаша.
Первое появление Димаша Кудайбергена на сцене в качестве исполнителя произошло в возрасте 2 лет, в небольшой роли в местной театральной постановке. У него ведь абсолютный слух. Димаш с 5-летнего возраста посещал детскую студию при Актюбинском музыкальном колледже. Музыкальную грамотность он освоил довольно легко. Также маленький Димаш быстро научился играть на нескольких музыкальных инструментах, как фортепиано и гитара. Затем он уже поступает в музыкальный колледж, в дальнейшем развивая свои познания в музыке. В подростковом возрасте Димаш поступает на курс опытного певца Марата Айтимова в своем колледже. Педагог бережно отнесся к потенциальным способностям Димаша и помог ему расширить диапазон с 3 до 5-6 октав. Димаш упорно работал над расширением своего вокального диапазона, никогда не пропускал занятия в студии вокала. Его способность долго удерживать дыхание развилась благодаря регулярным тренировкам по плаванию. Подготовка и участие в вокальных конкурсах также оттачивали его певческий талант. Ведь участвовать он стал в них уже с 15 лет. Это были не только казахстанские конкурсы, но и международные, проходящие в других странах. Спустя немного времени в качестве эксперимента Димаша пригласили участвовать в одном из самых крупных китайских вокальных состязаний «I Am Singer». Этот конкурс длился 4 месяца, 13 этапов, почти 1 миллион человек неумолимых судей. В качестве судей выступало само население Китая. Путем прямых голосований они должны были сделать выбор самого лучшего из участников конкурса. И, наконец, настоящее всеобщее признание. В этот момент Димаш Кудайберген становится мегазвездой. С голосом на этом конкурсе он делал что-то невероятное. Неожиданно он переходил с тенора на баритон и обратно. У Димаша к его родине, Казахстану, Актюбе особое трепетное отношение. Виртуозно исполняя произведения известных казахских поэтов и писателей, Димаш доносит до публики красивые мелодии народных песен. И благодарная публика по-настоящему любит эти песни в исполнении Димаша. Они считают, что казахский язык очень красивый и мелодичный. Песни Димаша звучат как чудесный родник в бескрайних казахстанских степях, оставляют неизгладимый след в душе слушателей. Когда Димаш начинает исполнять песни «Дударай», «Балхадиша», «Кусне Корлан», огромный зрительный зал невольно начинает подхватывать замечательные мелодии вместе с поющим прекрасным певцом. Независимо от границ, территорий, любители его музыки в разных странах сами исполняют, подражая Димашу, казахские песни, представляя их в интернете вниманию многомиллионной аудитории зрителей. Хотелось бы также подчеркнуть, что Димаш не только прекрасный исполнитель, но и сам является автором новых стихов и музыкальных произведений. В них он выражает всю свою любовь и благодарность к родным местам. Публике нравится не только удивительный голос, но и подача, и энергетика Димаша. Люди хотят больше узнать о Казахстане, культуре и языке. Димаш вдохновляет людей по всему миру учить казахский язык. Ат жастан қаламала сізге ерке жүзің бар өтіртініші айдай көрге есіме сен түскенде бел қарағым қозғайсың қатып қалған ай іштің дерді қозғайсың қатып қалған ай іштің дерді. Однако большую часть репертуара песен Димаша составляют современные популярные песни.
Особенно необходимо отметить сотрудничество с известным российским композитором Игорем Крутым, который специально написал для Димаша ряд песен. Впервые Димаша Кудайбергена многомиллионная аудитория России и других стран увидела на сцене Государственного Кремлевского дворца съездов в 2018 году в день профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, где он впервые исполнил песню Игоря Крутого «Любовь уставших лебедей». Были восторженные овации мастерству вокалиста мирового масштаба Димаша Кудайбергена, который смог показать новые грани, оттенки, выразительные интонации замечательного музыкального произведения «Любовь уставших лебедей». Не могут жить в разлуке лебеди. Подожди, не спеши. В разлуке боль сильней. Любовь мою согрей. Любовь уставших лебедей. Разлуки боль сильней, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей, лебедей. Искушенный, требовательный западный зритель, которых невозможно было бы удивить чем-то, был также поражен голосом Димаша Кудайбергена. Западная публика признала голос Димаша как необычный голос, охватывающий 6 октав. Об этом были высказаны мнения международных независимых экспертов, которые опубликованы в социальных сетях. Несмотря на свои молодые годы, его голос и творчество привлекают людей всего мира. Этому подтверждением является приглашение для выступления Димаша Кудайбергена на больших известных сценах мира. Так почему личности Муслима Магомаева и Димаша Кудайбергена так близки народу? Почему они наделены народной любовью? Тамара Синявская, народная артистка СССР, супруга Муслима Магомаева, вспоминала, что Муслим Магомаев был необыкновенным человеком. Он умел дружить, помогать людям. Все его друзья говорят о его требовательности к себе и другим. Требовательным он был не только в отношении к профессии, а в смысле человеческих качеств. Проявлял лояльность и терпимость. Муслим Магомаев принимал людей такими, какими они были, и в каждом находил что-то хорошее. Но к себе он был требовательным. Юлий Гусман говорил, что Муслим не просто родился в Баку и похоронен в Баку, он душа и сердце Баку. Муслим Магомаев всегда гордился своей родиной, любил ее и всегда говорил о том, что он никогда не забывал свой бакинский двор, бульвар на берегу Каспия. Муслим был послом высокой музыки, продолжал Юлий Гусман. Он был взыскательным человеком, требовательным и далеко не простым. Начиная со своей первой победы на конкурсе в Италии, в юности, он был очень требователен к себе. Он добивался того, чтобы его песня летела к людям на самом высоком уровне, и для этого не жалел сил. Он всего себя отдавал музыке, и это не преувеличение. Муслим Магомаев долгие годы будет жить в мелодиях. Он стоит на пьедестале народной любви не только за музыкальные заслуги, но и за высокое человеческое достоинство. Димаш Кудайберген еще молодой певец. Его личность еще формируется. Он, на наш взгляд, еще не до конца осознает свою славу и популярность. Первые успехи его творческой биографии вызывают уважение и большую надежду. Дорогие друзья, в этом выпуске мы показали отдельные похожие события и поступки в творческой биографии двух людей разных эпох – великого Муслима Магомаева
и молодого Димаша Кудайбергена. В завершении еще раз хотелось бы подчеркнуть, что на мировом музыкальном небосклоне каждая звезда, безусловно, имеет свою неповторимую красоту и народное признание.